Привет, друзья! Вы на канале «Русский с Максом». Это канал для тех, кто изучает русский язык. Сегодня я хочу рассказать вам одну историю. И чтобы эта история была вам более понятна, вы можете включить субтитры. Также здесь на экране будут появляться слова и их перевод. Есть также дополнительные материалы для каждого моего видео и подкаста. Да-да, у нас еще есть подкаст. Эти материалы есть в membership программе, ссылка внизу. Давайте начнем историю, но чтобы история не была просто монологом, я сегодня хочу поговорить с моим домработником Васей. Вася, привет! Привет! Вася, постой минутку, хочу тебе кое-что рассказать. Макс, про что ты хочешь рассказать мне? Я хочу рассказать про мое недавнее путешествие к океану. А для чего ты ездил к океану? Я ездил к океану, чтобы посмотреть на одну из самых главных достопримечательностей Аргентины – на морских животных. Что за животные? Это довольно редкие животные. Это тюлени, пингвины и киты. Вау, прикольно! С кем ты ездил туда? Я ездил туда со своей семьей. С моей женой Юлей, с моей дочкой Сабриной, ей 2 года почти, и с моими друзьями. Нас было 8 взрослых и 2 ребенка. На поезде ездили или на автобусе? Мы ездили на машине. Кстати, я записал подкаст про это путешествие. Там я более подробно рассказываю о том, с какими трудностями и сложностями нам пришлось столкнуться. Потому что путешествие действительно было очень непростое. Возможно, даже одно из самых тяжелых путешествий в моей жизни. Послушайте подкаст, это бесплатно, и вы узнаете почему. Ссылка внизу. Круто, Макс, но у тебя же нет машины. Верно, но мы брали в прокат 2 машины. То есть мы арендовали 2 машины, и на них мы поехали в сторону океана. Красивая была дорога до океана? Дорога была нормальная. Честно говоря, мы проехали более 2000 километров за 7 дней. И весь наш путь проходил через степь. Вот. Вначале было прикольно, но потом такой пейзаж немного наскучил. Довольно однообразно и уныло. Но, когда мы увидели Атлантический океан, то все изменилось. Океан великолепен. Да, океан – это и правда великолепно. Каких животных удалось увидеть? Нам удалось увидеть всех животных, которых мы хотели. Нам, я считаю, очень-очень повезло. Первое животное, кого мы увидели, это гуанако. Их было достаточно много в степи, и они очень прикольные. Потом мы поехали на пляж. И на этот пляж приплыли киты. Да, прямо на этот пляж приплыли киты. И это было невообразимо. Киты плавали в 30 метрах от нас. Это очень-очень впечатляет. Такие огромные монстры. Весна в Аргентине – лучшее время, когда можно смотреть на китов.
В это время они приплывают очень близко к берегу, и их очень много. Затем мы поехали на полуостров Вальдес. Там есть маленький городок Пуэрто-Пирамидес. И там мы остались на 2 дня. Погуляли по берегу океана, посмотрели на океан, поели морепродукты. Кстати, мы там видели российский автомобиль, может быть, даже еще советский. Это Нива. Это Нива. Я был очень удивлен увидеть эту Ниву просто на краю света. Как она вообще там оказалась? Как Нива оказалась на краю земли? Я не понимаю. В Пуэрто-Пирамидес можно заказать экскурсию. Ты плывешь на корабле и смотришь, как вокруг тебя плавают киты. Мы с Юлей, с моей женой, не поехали, но видели видео, которое сняли наши друзья. Это незабываемое зрелище. Невероятно! Хотел бы я тоже увидеть кита. А кого еще видели? Еще мы видели тюленей. Тюленей. На полуострове Вальдес мне не понравилось на них смотреть. Нет, тюлени классные. Тюлени реально классные. Но проблема в том, что когда ты приезжаешь на смотровую площадку, то вокруг тебя забор. И ты смотришь на животных издалека, плохо видно. И ты стоишь в таком заборе и ходишь везде тоже по таким дорожкам, и вокруг этих дорожек забор. Ну, в общем, не очень приятное ощущение. Я почувствовал себя в зоопарке. Только животным был я. Как будто я в клетке, а тюлени на меня смотрят. В общем, мне это не очень понравилось, если честно. Однако, затем мы поехали в другое место, на еще один пляж. И на этом пляже тюлени просто спокойно лежали на пляже. А мы ходили с ними рядом и старались их не беспокоить. Тюлени в естественной среде. Никаких заборов, никаких ограничений. Ты смотришь на тюленей, тюлени смотрят на тебя. Вот это мне понравилось, что тюлени в естественной среде, человек в естественной среде. Ну, кажется, что никто никому не мешает. Просто вау! Да, тюлени очень милые и смешные. Это все? Или еще кого-то видели? Есть еще одно животное, которое мы мечтали увидеть. Это пингвины. Пингвины? Такие маленькие. Да, именно они. Мы видели магелланских пингвинов. Это какой-то вид пингвинов. Они чуть-чуть поменьше, чем другие пингвины. Хотя, наверное, есть разные пингвины, но окей. Вообще, я никогда не думал, что пингвины могут жить в степи и сидеть в норах. Это что вообще, зайцы в норах, лисы в норах, но пингвины в норах? Я никогда не думал, что пингвины могут жить и живут в норах. Но оказывается, они делают себе норы и откладывают там яйца.
Пингвинов было очень много. Их там были тысячи, может быть, десятки тысяч пингвинов. Ты идешь, и вокруг тебя ходят пингвины. Особенно меня впечатлил крик пингвина. Наверное, брачный крик. Пингвин поднимает голову наверх и делает вот так. Невероятно! Ну что ж, Макс, спасибо, мне пора. Погоди, было еще одно животное. Что? Рядом с одним маленьким городком был найден самый большой динозавр на планете. Ну, самый большой, которого мы знаем на данный момент. Вот. Но это было впечатляюще посмотреть на то, какого размера был этот монстр. 42 метра в длину. По-моему, 70 с чем-то тонн весил этот динозавр. Сложно представить, что такой огромный зверь, монстр, мог вообще ходить по нашей планете. Да, отличное было путешествие. На этом у меня все, друзья, на сегодня. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к membership программе и слушайте наш подкаст. Вот как много опций, что можно сделать. До встречи в следующем видео. Пока!